Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу приготовить вместе с вами сразу 3 очень простых и по-домашнему вкусных блюда из картофеля. Как замечательно, когда из самых обычных продуктов получается настоящая вкуснота. Очень вкусный слоеный картофельный пирог-драник без муки. Это очень простое и вкусное блюдо из картофеля. Для рецепта мне понадобится сейчас лук и картофель надо натереть на терке. Я буду натирать вот на такой мелкой морковной терке. Сначала натру лук. Это нужно для того, чтобы картофель не потемнел. Ну и, конечно, лук придаст свой вкус драникам. Мне, например, очень нравится картофель с луком. И теперь тру картофель. Картофель я периодически перемешиваю с луком. Добавляю соль. Я всю массу перекладываю в сито и немного отожму. Отжимаем без фанатизма. Масса не должна быть слишком сухой. Вот такая консистенция очень удачная. Картофель и не слишком сухой, и не слишком влажный. Посмотрите, сколько здесь образовалось сока. Внизу здесь осел крахмал. Сейчас вот эту жидкость я сливаю. У меня картофель достаточно такой крахмалистый. Посмотрите, сколько крахмала здесь образовалось. Добавлю 1 столовую ложку сметаны. Сметана также способствует тому, что картофель не темнеет. Добавляю еще немного соли. И также добавлю черный перец. Соль и черный перец используйте по вкусу. Хорошо все перемешиваю. У меня получилось вот такое красивое светлое картофельное тесто. И можно приступать к жарке коржей, больших картофельных драников. Я включила разогреваться сковородку. Диаметр по дну 16 сантиметров. Наливаю растительное масло. Набираю ложкой картофельное тесто. Причем вот эту лишнюю жидкость, которая образовывается, я стараюсь немного отжать. Выкладываю массу на сковородку и распределяю ровным слоем. Там, где надо, немного добавляем. Хорошо все прижимаю, чтобы драник хорошо держал форму. Обжариваю на большом огне с 2 сторон до золотистой корочки. Корочка должна получиться такая хрустящая, тогда драник будет хорошо держать форму. Когда драник обжарился, переворачиваю. Он вот так хорошо подрумянился. Обжариваю со второй стороны. Первый корж-драник обжарился, выкладываю его на тарелку и жарю следующее. Напишите в комментариях, любите блюда из картошки? Можете оставить любой смайлик, мне всегда очень приятно читать ваши комментарии, и на душе сразу становится теплее. Всего у меня получилось 4 больших драника. Коржи для моего картофельного пирога готовы. Для приготовления начинки мне понадобится сыр и яйца натираю на мелкой терке. Также на этой же терке натираю 2 зубчика чеснока. Добавляю пару столовых ложек майонеза и хорошо все перемешиваю. По желанию сюда можно добавить зелень. Разделю начинку примерно на 4 части. Помидор порежу тонкими дольками. Форму выстелю пергаментной бумагой. Выкладываю первый корж. Сверху распределяю 4-ю часть начинки. И дольки помидора. Выкладываю следующий корж и так чередуя выкладываю все 4 большие драника. Снова промазываю начинкой, повторяю все точно так же. Выкладываю последний 4-й корж и сверху на него начинку, уже только начинку без помидора. Разравниваю
И отправляю все это запечься в духовку примерно минут на 20, чтобы расплавился сыр и сверху слегка подрумянился. Духовка у меня включена на 180 градусов. Форму я ставлю на средний уровень. Включен верх и низ. Пирог я достала из духовки, присыпаю укропом. И сразу горячий подаю к столу. Это просто невероятно вкусно. Если будете готовить, обязательно делайте фото и выставляйте их в сообществе на YouTube. Сейчас стала доступна такая функция. Готовлю картофельную запеканку с фаршем и яйцами, без духовки, на сковороде. Все готовится так просто, быстро и очень по-домашнему. Для рецепта мне понадобится картофель нарезаю средними кусочками, так он быстрее будет обжариваться. Слегка обсушу картофель бумажным полотенцем. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло. Отправляю обжариваться картофель. Все буду готовить в одной сковороде. Ее диаметр 28 сантиметров. Жарим картофель на среднем огне, периодически помешивая, примерно минут 15 до полной готовности картофеля. Вначале я рекомендую не слишком сильно перемешивать, чтобы образовалась румяная корочка. Пока у меня обжаривается картофель, я порежу чеснок и лук. Чеснок режу довольно крупно. Не забываем помешивать картофель. И средними кусочками режу лук. Картофель обжарился, он уже готов. Сейчас я его солю, добавляю черный перец, перемешиваю и перекладываю его со сковороды на тарелку. Ставлю сковородку снова на плиту. У меня, кстати, здесь ничего не подгорело, это черный перец, который я добавляла в картофель. Я добавляю немного еще растительного масла и сначала отправляю обжариваться чеснок. Обжариваю чеснок буквально полминуты, чтобы пошел такой приятный аромат. И затем сразу же добавляю лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Добавляю говяжий фарш. Я его разминаю лопаткой и обжариваю примерно 6-7 минут. Фарш солю, добавляю черный перец, чайную ложку сушеного чеснока, пол чайной ложки паприки. И также я добавляю смесь итальянских трав, 1 чайную ложку. Конечно, вы можете использовать специи по своему вкусу. И также у меня еще есть свежий тимьян, я обрываю листики. Если у вас нет свежего тимьяна, добавьте пол чайной ложечки сухого. Конечно, вместо говяжьего фарша можно также использовать и свиной, и куриный. Фарш я готовлю на довольно большом огне. Мне не надо, чтобы он тушился, а именно, чтобы обжарился. Мясо готово. Я пока сковородку выключаю. И теперь я быстро готовлю заливку с яйцами. Разбиваю в миску 5 крупных яиц. Добавляю соль, немного перца, разбалтываю яйца вилкой. Также в яйца натру небольшой кусочек сыра. У меня сыр моцарелла. Конечно, сыр добавляйте по своему вкусу. И также порежу зеленый лук и немного укропа. Добавляю зелень в яйца. Перемешиваю. Снова включаю сковородку. И теперь все соединяю. Добавляю в сковородку картофель. Перемешиваю. Огонь сразу делаю тише. Распределяю все таким ровным слоем. Уже выглядит потрясающе вкусно. Такой аромат. И заливаю все яйцами с зеленью. Сковородку можно немного встряхнуть, чтобы все равномерно распределилось. Вот таким образом. Закрываю все сверху крышкой и на небольшом огне готовлю примерно 5-7 минут, пока приготовятся яйца. Все готово. Сверху расплавился сыр. Яйцо тоже хорошо запеклось. Вот такая невероятная запеканка получается. Сковородку снимаю с плиты. И, конечно, сразу горячую фритату подаем к столу. Эта картофельная запеканка с фаршем получилась просто нереально вкусная. Очень рекомендую ее приготовить.
готовлю вкусное блюдо из говядины и картофеля в ароматном китайском соусе. И сегодня также я расскажу секрет приготовления говядины, чтобы она получилась нежной и мягкой. Отличный вариант на обед или ужин, если хочется чего-то необычного, но из простых продуктов. В первую очередь замариную говядину. У меня вот такой кусочек говядины, это плечевая часть. Говядина у меня даже слегка еще была подморожена. Таким образом ее легче будет нарезать. Режу мясо вот такими средними пластинками, обязательно поперек волокон. Перекладываю мясо в миску. И теперь замариную его. Добавляю 3 столовые ложки соевого соуса, 2 ложки кунжутного масла. Если у вас нет кунжутного масла, ничем его не заменяйте. Столовую ложку устричного соуса, он такой густой. Добавляю чайную ложку сахара, черный перец, 2 столовые ложки воды. Всыпаю 1 столовую ложку кукурузного крахмала. И теперь добавляю один секретный ингредиент, для того чтобы мясо получилось нежным и мягким. Это пол чайной ложки пищевой соды. Хорошо перемешиваю. Мясо становится мягче и нежнее, даже если это жесткая часть говядины. Подготовлю соус. Добавляю в миску 3 столовые ложки соевого соуса, 1 ложку устричного соуса. Если у вас нет устричного соуса, ничем его не заменяйте. Можно просто добавить чуть больше соевого. Добавляю чайную ложку сахара, лимонный сок. Также в небольшом количестве воды разведу крахмал. Добавляю его и вливаю оставшуюся воду. Всего у меня здесь 50 мл было. Также добавлю столовую ложку кунжутного масла и черный перец. Перемешаю. И заготовка для соуса готова. Огурчики разрезаю на кусочки. Очень удобно такие огурчики мариновать в пакете. Перекладываю их сразу в пакет. Режу пучок укропа и чеснок. Перекладываю все в пакет. Добавляю примерно пол чайной ложки соли и хорошо все перемешиваю. Отправляю пакет с огурцами в холодильник. Картофель режу кружочками. Не надо слишком тонко, примерно пол-сантиметра толщиной. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло. Отправляю обжариваться картофель. Картофель обжариваю на среднем огне до готовности. Чтобы не брызгало масло, можно прикрыть сковородку вот такой сеточкой. А вы пользуетесь такой сеткой? Это очень удобно, на мой взгляд. Пока обжаривается картофель, порежу репчатый лук. Режу его вот такими достаточно крупными перьями. Также довольно крупно порежу чеснок. Имбирь порежу соломкой. И порежу зеленый лук. Вот эту белую часть лука я разрезаю вдоль. Можно ее даже раздавить немного. И остальной лук режу тоже полосочками. Когда картофель подрумянился, закрываю его крышкой, чтобы он хорошо приготовился внутри. Картофель обжарился, он уже полностью готов. Добавляю в сковородку перья лука и также их немного обжариваю. Мне надо, чтобы лук совсем немного стал мягче. Обжаренный картофель с луком перекладываю на тарелку. Сковородку возвращаю на плиту, добавляю немного растительного масла. И теперь буду обжаривать мясо. Оно постояло и хорошо промариновалось. Я готовлю мясо на большом огне, все время помешивая. Говядина готовится очень быстро. Тем более по этому рецепту она получается очень нежная и мягкая. Всего я обжариваю говядину минут 10. И она будет полностью готова, так как я порезала ее очень тонко, и она хорошо промариновалась. Когда мясо обжарилось, я его вот так немного сдвигаю в сторону, добавляю в сковородку чеснок и имбирь. Немного их обжариваю до появления аромата. Можно капнуть немного масла. Огонь можно сделать тише. Теперь все перемешиваю. И я выливаю в сковородку соус.
Перемешиваю его, так как на дне осел крахмал. И немного приварю его, буквально в течение 1 минуты. И теперь добавляю в сковородку обжаренную картошку с луком. Перемешиваю. Надо, чтобы весь картофель покрылся вот этим чудесным соусом. И все готово. Как видите, все быстро и очень просто. Осталось добавить зеленый лук. Перемешиваю. Плиту выключаю. Зеленый лук пропарится в горячем блюде. Ну и, конечно, подаю мое блюдо с салатом из огурцов. Они уже хорошо промариновались. Я уверена, такое блюдо вы не попробуете ни в одном ресторане. Оно намного вкуснее. Надеюсь, эти рецепты вам понравятся и тоже станут любимыми в вашей семье.